Пупсики, после Судана я думала, что никакой пустыни вообще не хочу и не будет. Но Игорь всегда найдет злачные местечки на этой планете. И вот... Туркана фильм показывает. Второй день мы двигаемся и достигли Локи-Чар. И через 100 километров будет уже Лодвар. И потом через 50 озеро Туркана. Ребят, застопили машину на Лодвар. We are with Turkana people. They very friendly and drop us to Lodwar. Only 50 kilometers left to Lake Turkana. Thank you very much. Ребят, ну тут до Судана вообще можно доплюнуть. До Южного Судана, того самого, которым все пугают. Но мы туда не едем. А вот эта машинка едет как раз туда. Джамбо, Люба, пару слов. Как тебе местный климат? Обожаю жару, обожаю. 40 градусов моя любимая температура. Пупсики, я просадила таблетки вот очищающие. И вот теперь мы нашли какой-то WaterGuard за 40 шиллингов. Написано, что это раствор содиум гипохлорид 1,2%. И инструкция по применению на суахили. Будем импровизировать. Мы вышли из Лодвара на дорогу к озеру, наметив для себя 2 точки на карте – городок Колокол и деревушку Илия. Дороги на карте были обозначены к обоим населенным пунктам, но мы не знали местных порядков и не понимали, куда будет легче и быстрее добраться. Первая остановленная нами машина принадлежала филиппинским миссионерам. Они с радостью забрали нас на борт и по ходу движения сообщили много полезной информации. Ребят, ну это вот Колокол. Колокол. Мы добрались, практически озеро рядом, какие-то километры. Идем сейчас к озеру. И фиш-пойнт мы не можем пропустить. Сейчас будем кушать рыбку. Вот в таком местечке рыбка недорогая. Brother, you have chapati? Chapati? Chapo. Chapo. Udali chapo. Chapo. Сколько это стоит? 100? 100 шиллингов. Размер. Покажи размер. Далее по карте до берега было где-то 5,5 километров. Многочисленные байки проезжали мимо нас. Мы без труда остановили одного и попросили бесплатно довести до берега. Парнишка, недолго думая, сразу же согласился. Пару километров мы ехали через кусты, а когда колючки расступились, мы буквально выкатились в огромную рыбацкую деревню-трущобу. И почему-то сразу стало не по себе. Тысячи круглых хижин из прутиков рассыпались так далеко, как хватало глаз. Повсюду была разложена рыба, которая сушилась прямо на земле, облепленная грязью и мухами. Сотни детей без одежды уже побежали паровозом за нашим байком. По кромке озера валялись кучи пластикового мусора и дохлой рыбы. Резкий запах быстро добрался до самого сердца, а над всем этим безобразием величественно кружили большекрылые птицы с длинными шеями и причудливой формы клювами. Байкер, довольный эффектом, произведенным нашим приездом на деревню, торжественно объявил: вот это озеро Туркана. Газанул и исчез среди травянистых избушек. Детишки и взрослые облепили нас плотным кольцом, и Игорь сразу сообразил, что надо искать кемп. Местные жители, услышав это слово, отправили нас на лодке на другую сторону косы, выдав нам слово-пароль на Джост. Поездка на моторной лодке, со слов местных жителей, стоит 200 шиллингов. Это что-то около 140 рублей. Однако мы договорились поехать за 300 шиллингов на двоих и быстро отчалили от берега. По пути увидели много затопленных домиков. Как нам объяснят позже, буквально за последний год озеро отняло у суши около 1 километра береговой линии, поэтому отсюда и далее было очень много затопленных избушек у берега. Озеро Туркана – это самое большое пустынное озеро в мире, а также самое большое щелочное озеро в мире. А еще у него есть статус самого соленого озера Восточной Африки. Расположено на границе 3 стран – Эфиопия, Кения, Южный Судан. Средняя глубина озера 30 метров, максимальная около 100.
Причалив к противоположному берегу песчаной косы, лодочник довел нас до Наджаст Resort и познакомил с его хозяином по имени Габриэль. И пусть вас не собьет с толку слово «резорт», потому что мы увидели перед собой неуклюже сколоченный из металлических листов сарай. Мы с разочарованием и надеждой в голосе спросили у Габриэля: «А у вас есть кемп?» Он с осторожностью сказал «есть» и добавил: «но он еще не готов принимать гостей». Мы настояли отвезти нас в лагерь. До лагеря было где-то 2,5 километра вглубь песчаной косы. Габриэль предложил взять байки, но мы отказались и пошли пешком. Пересекли деревню, потом еще около километра по песчаным дюнам и подошли к покосившемуся от ветра с обваленной крышей домику, расположенному в 100 шагах от воды. Никаких заборов, туалетов, душевых кабин, ничего такого вокруг домика не было, только песок с одной стороны и вода озера с другой. А еще здесь был общественный колодец в 50 метрах от кемпа, куда приходили десятки детей с желтыми канистрами. Но, увидев нас, бросали все на месте и бежали рассматривать Мзунгу, так близко, как это было возможно. Габриэль с ними поговорил, и маленькие чертята отступили за какую-то невидимую черту. Будущий забор лагеря, подумали мы. Потом приехал один из сыновей хозяина и привез нам один раскладной стул и зачем-то бинокль. Оставив все это богатство, байк уехал, и мы погрузились в пляжную жизнь лагеря, наслаждаясь прохладой воды и чаем, приготовленным на костре. Люба, как вы себя чувствуете на острове Туркана? Хорошо себя чувствую на острове Туркана. Что вам здесь больше всего понравилось? Нам понравилась рыбацкая деревня, трущоба на берегу озера Туркана. Люди живут в хижинах, даже не из палок, они живут в хижинах из прутиков. Мы вам завтра покажем. Вот, наконец-то, Люба дожила до такого состояния ума, что ей хорошо везде, даже в этом месте в пустыне. Сиеден мазие янима биние вродка джарбай. Каждый кенийский водитель, которому мы задавали вопросы про Туркану, первым делом говорил, что на Туркане жарко, очень жарко. Это самое жаркое место в Кении. По факту оказалось, что там жарко, но не настолько. Нам с Игорем предстоит трекинг. Мы сами не знаем, сколько километров. Парочку, может, троечку. До причала, откуда отходят лодки обратно в Колоколу. Очень нам хочется вам показать рыбацкую деревушку на берегу. Сегодня попробуем осуществить это. Такого трэша даже Игорь еще не видал за свою 20-летнюю карьеру путешествий. Ребята, это какое-то чудо. Люди как муравьи в муравейнике скопились около Турканы и могли бы расселиться равномерно по побережью, но нет. Там тысячи этих домиков, хижин, и между ними они ходят и делают все свои дела. Там же они сушат рыбу, запахи очень специфичные, так что мы попробуем сейчас отснять. Вот, друзья, типичная деревня турканская. Мы ее проходим. Центральная площадь, ребят, смотрите, какие дома пошли. Капитальные. Ребята, торговля, местная ловчонка, ассортимент: лифчики, очки, брелки, фонарики, шапки, ремни, рюкзаки, конфеты чупа-чупс, фонарик, машинка, перстень. В общем, все товары первой необходимости есть. А тут же плавают пеликаны, народ ловит рыбу. И вот отдыхает человек, вчера устал, и поэтому вот сегодня ему нужно отдохнуть. Ребят, большинство людей, они не богатые, и сделал такой маленький плотик, отъехал несколько метров, и уже можно ставить сети, ловить рыбу. И это пальмовое дерево. Уже следующий уровень достатка. Лодка весельная, деревянная.
И лодки изготавливают прямо здесь же на берегу. А вот то, что кормит все семьи вокруг, рыболовная сеть. Ребят, ну вот эта деревня Лонгач. This name Лонгач, yeah? Лонгач, big village, very nice people, very friendly. You can come here. And right now we're passing to another side. There is Kalakal. Thank you guys very much. ሽሩሩሩሩ ሽሩሩሩሩ የቢኒ የናት ቶሎ ነይለት ዳቦውን ባህያ. Причалив вновь в рыбацкую деревушку Трущобу, она уже не показалась нам такой мрачной и таинственной. Люди были заняты своими обычными делами, мы шли сквозь дома, улыбались, получали улыбки в ответ. Голопопы и дети по-прежнему бежали за нами паровозом. Пара молодых девчушек строила дом из прутиков. Рыбаки распутывали сети, небритые мужчины коптили рыбу на углях. Женщины хлопотали со стиркой и развешиванием тряпок на веревках. Вот нападение, отнимают у Любы. Здравствуй, верблюд. Как твоя жизнь? Как фрукты вкусные? Почему-то боятся детишки камеры. Отбежали на безопасное расстояние. Итак, мы с Игорем переместились немножечко на следующий пляж-кемпинг. Называется Калима. И всем на Туркане жарко. Даже овцы рядом с нами прячутся в тени. И только Любе не жарко. Она жгет костер. А вот так мы поправляем свой энергетический баланс. То есть, если электричества нет, у нас солар-панель, которая заряжает наши пауэрбанки. На второй день утром на озере Туркана поднялась волна. Всю ночь было облачно, и вдали, в районе Марсабита, гремел гром и сверкали молнии. Вторая ночь на озере Туркана прошла в кемпе под названием Калима. Одноименная деревня располагается здесь неподалеку, большая. Центр лагеря – это вот эта избушка. Тут даже смотрят телевизор. Лагерь оснащен камерами слежения. Всю ночь здесь была дискотека, и сотни черных парней и девчонок танцевали африкано танцы всю ночь. А мы кемпились под тем деревом и слушали музыку. Выбора не было. Цена вопроса 500 шиллингов. И вот Игорь себе выпросил, как всегда, рыбку. Вот такая рыба. Здесь они ее коптят, едят и размножаются. Mostly tilapia, yeah? And what's name the fish? That one we call it chuble. Они тоже черноголовки. Ну вот, тем, кто ищет кемпинга на территории Туркана, можно смело заворачивать на эту табличку. Только не в пятницу, по пятницам дискотека с 7 вечера до 7 утра. Ставь лайк. Ставь лайк. Tell me. All together. Ставь лайк. Ставь лайк. Лайк. Ставь лайк. Ставь лайк. Не так-то это просто раскрутить детей на ставь лайк. Люди Турканы – это полумифические, полуреальные племена, слухи о жестокости и первобытности которых гуляют и распространяются по всей Кении. Каждый кенийец знает, что турканские племена пасут коров с автоматами Калашникова и готовы стрелять в каждого, кто приблизится к их многотысячным стадам. По факту люди Турканы, по крайней мере те, что живут на его западном берегу, оказались невероятно милыми, добрыми, гостеприимными и отзывчивыми людьми. Хотя уровень жизни здесь, по общепринятым меркам, действительно невысок. Асфальтовых дорог нет, земледелия нет, люди живут только за счет рыболовства и животноводства. Источников пресной воды крайне мало.
Женщины-турканы, в отличие от кенеек, имеют худощавые жилистые тела с узким тазом и узким плечевым поясом, небольшой грудью. Заворачиваются в клетчатые отрезы или уже покупают какую-то одежонку в секондах. Но самое главное – украшения. Массивные разноцветные бусы на проволоке на шее. Причем шеи у них длиннее, чем у нормальных людей. Мы спросили одного турканца, который сносно говорил на английском, удлиняют ли турканские женщины свои шеи искусственным образом. И он ответил, что да. Со стороны эти женщины выглядят как шеи, переходящие в талию. Люди согласились подвезти нас до колокола. Но вот машина встряла в русле реки песочном. Сейчас будем ее пушить всем экипажем. Ну и вот, успешно. В общем, Ильяс Спринг – это место кемпингов. И если в Колоколе мы их очень сложно искали и нашли один, то здесь вот сразу указатели, 4 штуки. Можно выбирать тот, который нравится. Нашу третью ночевку на озере Туркана мы провели без помощи каких-либо организованных кемпов. Наконец-то нам удалось отделаться от всех аборигенов и их бесконечных детей. И вот мы поставили палатку между территориями двух лагерей в районе селения Ильяс Спринг. Дело в том, что, ну вот видите, у нас тут все классненько. Огонь горит, палаточка стоит. Наули не забываем делать каждый день. Утром выехали обратно в Лодвар, застопив первую проезжавшую машину. Пока договаривались о бесплатной поездке с водителем, в голову пришла мысль, что-то есть мусульманское в этом лице, но рассудок быстро отогнал эту мысль, ведь кругом одни христианские церкви с полуязыческими мессами по воскресеньям. Однако, стоило нам сесть в машину, как водитель включил приемник, из которого зазвучали сутры Корана в невероятно красивом мелодичном исполнении. 78 километров пути по грунтовым дорогам с таким музыкальным сопровождением пролетели незаметно. Теперь все воспоминания об озере Туркана прокручиваются в голове именно под сутры Корана. وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة. И вот у нас вторая попытка зайти на статую Христа. Первый раз мы пошли поздно, сказали, что до 5, а мы только 5:30 пришли. Сейчас попробуем. Время 12. Друзья, в 40 градусов Цельсия в 12 часов дня мы идем к Христу. Потому что Христу никогда не поздно. В общем, подход к кресту для Мзунгу стоит каких-то 50 шиллингов. По кенийским меркам это сущие копейки. Так как время полдень и времени и сил ругаться у нас нет, то мы оплатили взнос и вошли на территорию памятника. Друзья, Игоря возмущает название этой скульптуры, которая называется Jesus is laid in the tomb. Как будто утверждается, что именно здесь лежал Иисус. И вот эти Охранники, бодигарды. Ну вот он, Иисус. Он всегда с нами, Он нам помогает. Он ведет нас.
Мы покидали Туркану со смешанным чувством облегчения, конец жаре и грусти. Не хотелось оставлять это удивительное, ни на что не похожее место так быстро. А еще мы в очередной раз убедились, что вместо того, чтобы 1000 раз услышать, надо 1 раз увидеть и составить свое собственное мнение. И если спросит нас кто-нибудь, хотим ли мы опять на Туркану, мы, не задумываясь, ответим «да». И сразу в голове заиграют сутры из Корана, а перед взглядом промелькнут километры песка, ласковые волны озера и детские чистые улыбки местных жителей. Ставь лайк. Ставь лайк. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6